Всем огромный привет! С вами Алена Пестова, вы на моем YouTube-канале. И сегодня я расскажу и поделюсь, что же находится в моей косметичке. Очень много вопросов реально всегда мне поступает на тему того, чем накрасила губы, как ты это сделала. О, Алена, а как от тебя вкусно пахнет? Ой, а что это за аромат? А потом девчонки пишут, мои подписчицы и те, которые со мной соприкасались. Пожалуйста, напиши топ своих ароматов, которые у тебя есть дома, которые ты рекомендуешь. Я точно знаю, у тебя изобильный вкус. И мне твои духи подходят, хочу такие же, поехали. А на самом деле в этой косметичке, то есть это всего лишь, наверное, одна первая часть моей косметички, которая находится дома. Вот это, именно эти ингредиенты косметические я ношу с собой всегда, когда я собираюсь на съемку, еду в отпуск, работаю. То есть это то, чем можно быстренько причепурить свою внешность, быстро сделать мейк, если ты делала перманентный макияж своей модели. Сейчас расскажу про дорогие средства, которые я не могу заменить, и вы мне, возможно, в комментарии накинете, что же есть аналоговое, и я прям чмокну вас, как говорится. И расскажу про бюджетные средства, которые я тоже не могу заменить, да и не надо, собственно, потому что цена и качество просто все мои запросы удовлетворяют. Я буду прям брать то, что мне попадается в первую очередь. Мне очень часто спрашивают, а кто тебя так красиво накрасил? Даже визажисты. Я очень часто на съемку крашу сама. Как бы это грубо не звучало, но типа я экономлю, потому что иногда у меня съемки в течение всего месяца, и нужно экономить и время, потому что я живу за городом, мне нужно там за 2 часа или за 3 часа приехать с одного места в другое, и я действительно экономка своего же времени. У меня профессия такая, я научилась красить себя самостоятельно, даже стрелки выводить, и после там пластики век я с радостью делаю классическую стрелку себе, кайфовую. Я считаю, что ни один вообще сегодня мне не может нарисовать то, что я творю на своих глазах самостоятельно. Если интересно, пишите комментарии, покажу в следующем уроке. Я клею ресницы сама на ходу, могу сделать это в машине. Короче, я один раз, когда была там на одном мастер-классе, я увидела свою там подружайку, мы познакомились, я говорю, Роза, как ты клеишь? Ты что, в смысле, сама клеишь ресницы? Она говорит, да, это пучковые ресницы, а я все время раньше пыталась все ленточные ресницы наклеить, и, короче, я сдобила на эту тему, потому что подсмотрела у нее, что есть такие темы, как пучковые ресницы. Можно наклеить на уголки глаз, можно сделать, в принципе, полностью весь глаз уложить и создать действительно красивый декоративный вид, потому что очень часто у меня там одна ресница в одну сторону торчит, другая в другую, и хочется минимальным количеством мейка сделать красивый продающий глаз, который будет привлекать людей, и деньги, и богатство. Ну вот, собственно, я научилась это делать самостоятельно. У меня вот такие ресницы, я заказываю их на ВБшке, ссылку прикреплю обязательно. Просто и очень дешево, и очень удобно. Там у меня где-то на дне лежит клей, пришел ко мне из компании Manly Pro, кайфовый бренд, цена-качество просто вау. Не реклама, а просто чистые пожелания. Следующая штука очень вкусная, это Tom Ford. Я обожаю, как пахнут вот эти отдушки у дорогих марок. У Tom Ford есть такая красивая палетка. Peach Light, его название и цвет. Бесячая тема у Tom Ford это то, что их палетки очень часто бьются, разбиваются, и весь этот порошок просто-напросто падает на пол. Ты такой вот бонжур открываешь после перелета, и там бах тебе, гадость. Ну, в общем, это надо очень сильно беречь. Дорогое, не в самолетах. Если носим, то носим непосредственно в сумочке. Следующее кайфовое средство от того же самого бренда, то, что у меня нанесено на щеки, я как Марфа Васильевна сейчас начпурилась. Вот это я люблю в последнее время, это крутая штука. Это тоже Tom Ford. Простите, я не прибралась здесь. Вот так вот надо делать, чтобы не подумали, что я гадкая шакшишка. Короче, вот такая вот красивая палетка, она просто великолепная. Это прям мяу-мяу персиковый цвет. Я давно ее искала, и когда нашла, такая, вау, думаю, я хочу ее себе. Классная штука, можно без мейка, без тонального средства наносить на лицо, создаваться эффект свежести. Я в отпуске чпурю себе лицо. Я люблю это с утра сделать, если вдруг там куда пошел, чтобы зеленый не казаться. В общем, такая вот красивая штука. У нее 0,4 череп. Называется она. Обязательно тоже все названия прикреплю и покажу. Я прям рекомендую, мне очень нравится, подходит всем и светленьким, и темненьким. Персиковые румяна, это просто вау. Итак, поехали дальше. Вы готовы, я надеюсь. Сейчас просто бомба, пушка.
и очень комфортно по цене. Мина Зина, я не знаю, как она называется, честно, вот напишите комментарий, что это, блядь, за марка такая. Черт тебя знает что. 658, знаю одно, но такая вот красивая штука, но у нее просто невероятный тон. Ты ее бить будешь о голову, о елочку какую-нибудь, не разобьется. В общем, где она только не была. Чем меня бесит в Том Форде, что если вы вот до такого момента Том Форд донесете, все хана ханурики, короче, она просто разобьется и все. Видимо, это какие-то штуки маркетинговые, чтобы люди покупали, выбрасывали то, что уже в остатках. Ну, и, собственно, бренд это специально как будто бы спровоцировал, сделал. Ну, я считаю, это ненормально, ребят. Зачем мне Том Форд, если у меня есть вот такая штука за 700 или за 800 рублей? Короче, дико бюджетно, и самое главное, она создает очень красивый медовый такой золотистый глянец на лице. Там румяна тоже причепурила, шею начепурила, ноги накрасила, если надо. Это самый просто божественный цвет, мазала всех им, по-моему, и все были красивыми после создания и проходки разочек и кисточкой. Короче, вот это просто мяу. Я рекомендую. Цвет, ну, понятно, 658, тоже прикреплю. Вот это сейчас будет просто... Она уже все на издыхании, но это... Я не люблю, когда очень много блестков на лице. Бронзаторы намажут, блин, вот такой вот слой непонятного блеска на лице. Это для меня некомфортно, вообще стрёмно, я такое не люблю. Если присутствует легкий блеск, то он прям мелко дисперсный, еле выстилающий поверхность. Ламель, я не знаю, он сейчас есть или нет. Пожалуйста, если вы знаете какой-то аналог, ну, скорее всего, этот бренд есть, присутствует на рынке, тон 401 Cold, им можно полностью выстилать лицо. Вот такой вот кисточкой сейчас покажу. Не надо никаких других кистей. Сейчас. В общем, такая кисть. Вот так вот мелко-мелко. И вот так вот. И ты красивая. Даже коленки можно причепурить, и видно появляется просто что-то роскошное. Короче, я хочу сказать, что это просто божество. А еще я делаю вот так. Пальцем. Так сделал. Чуть-чуть остатки убрал. И на веко. Я не использую вот этих штук. Ну, типа, я умылась сначала с утра. Я нанесла крем. Я нанесла базу. А дальше я не использую никакие средства для фиксации теней, чтобы вот там вот не было жирка, в складочке не образовалось. Я беру непосредственно вот эти тенюхи, или что это такое? Ну, что это? Хайлайтер. Хайлайтинг повдер. Повдер. А я беру ее и, короче, вот, блин, вот так. Хуячу. Носик тоже хуячу. Это надо будет вырезать. А можно нарубить. Но это просто нереальнейшее средство. Вот я, честно вам скажу, я не буду проводить съемку, если у меня ее нет. Все, это решено. Она такая на издыхании, на полнейшем. Я ее уже сейчас очень сильно берегу, чтобы она не треснула. Но она падала 555 раз. Она тоже мега круто создателями запечатана. И я всегда, когда такие вещи смотрю, думаю, когда я доберусь до декоративной косметики, а я уже практически одной ногой там, приведу в пример непосредственно этот бренд, потому что это круто. И мне наплевать на упаковку, мне нужно то, что вот здесь запечатлено. И я буду покупать именно тот состав, который я использую, и, скорее всего, я буду использовать его до конца дней своих. Ну, потому что сколько я уже ей пользуюсь, год с лишним, с ней ничего вообще не произошло. Я ее рекомендую. Тон 401 Cold. Вот такая штука. От Ламель. Следующая штука — это Романово мейкап, это вау. Это тоже персиковая штукенция. Что плохо очень выглядит он. Скажу просто про цвет. Секси крем блушер. Блушер, блядь. Ой, Чинипич 3.8G. Романово мейкап делает офигенную косметику. Это прям топ. Я честно скажу, я в восторге. Мне очень нравится. Вот такой тоже персиковый оттенок, но он кремовый. Куда я это могу использовать? Когда я в отпуске, когда мне хочется кремовую текстуру, не пудровую, я беру ее просто, даже если у меня нет косметички или в руке, я кладу ее просто в маленькую сумочку, вот так вот наношу на палец и аккуратными легкими движениями вбиваю себе в румяна. Ну там на выбор, понятно, да? Розовая кофточка, розовые румяна. Персиковая кофточка, ну, кремовая юбочка. Тут все очень правильно должно подбираться. Есть у меня еще одни такие румяна, которые ушли уже давным-давно с рынка. Бека. Розовый цвет, но можно заменить на розовый Шанель или Диор. У них есть подобный оттенок, очень красивый, ненавязчивый. Ну, типа, если это розовое, то оно не должно быть слишком агрессивное, как у Марфы. Аккуратно, нежно создать эффект свежести на лице. Вот такая штука, я ее рекомендую. Цвет, если найдете в другой стране,
А знаю, что меня смотрят не только россияне. Flower Child, по-моему. Ну-ка, посмотри. Это вот он? Flower Child. Flower Child. Ну, я просто рекомендую. Очень красиво, ненавязчиво и очень гармонично смотрится на лице. Девчонки, когда принюхаются ко мне разочек, они говорят: Алена, чем от тебя так роскошно пахнет? Чем? Бэда. Молдафрика. Сука. Вот не надо ничего нюхать, просто берете и покупаете. Не знаю, где купите. Это вуаль для волос. Это последний топ на лето. Просто гениально. Гениально. Сильно от тебя не будет вонять. Вот бывает такое, зашла тетка в дверь, а там просто можно задохнуться. Вот это вот легкие шлейфовые ароматы, которые действительно запечатлят вас в памяти у людей, которые с вами хоть раз соприкасались. Очень много съемок и постоянно накрашенная, очень сильно надоедает. Я использую средства, на чистую кожу тоже наношу. Дает легкий блеск, это база с легким мелким сиянием. Она очень красивая, беленькая, очень хороший, приятный аромат. Создает эффект блестящей и маслянистой кожи, как будто ты жирненькая стала. В общем, я иногда это очень сильно люблю. Ты идешь такой, как будто полностью маслом пропитанный. Вот очень красиво выглядит на лице, очень красивое, легкое, ненавязчивое сияние, как у того средства ламель, которое я вам показывала. Ну, типа, я прям в погоне за этой мелкой дисперсией блески, короче, обожаю. Вот, Moonlight. Такой вот прикольный. И бренд, и сам состав. Перейдем еще к одному средству, которое буквально недавно я тоже затестила, мне очень понравилось. Это шик. Это средство может быть и помадой, и румянами. Тоже персиковый красивый цвет, для чего я использую. Тоже могу в отпуске поиспользовать. Я вообще люблю пользовать разные составы, тестить их, что-то новое использовать. Поэтому я могу сказать, что я наркоманка косметическая. Я прям все время хочу что-нибудь новое попробовать. Я наношу либо вот сюда вот в слизистую губ, для того, чтобы были они такие чуть-чуть с легким красивым оттенком здоровости на лице. Если вдруг я очень сильно устала и уже практически посинела, встал чуть-чуть, причепурился, блеска такого нанес, и вот это вот дал, и уже совсем другой человек. Но ощущения другие, ну согласитесь, ребят. А номер-то какой у Шика? Perfect Liquid Blush. 3 написано. Ну, наверное, да. Он один-единственный такой яркий, красивый. Найдите. У меня много тональных средств. Когда я там загорела, я взяла вот это. Не знаю, как, даже не просите, не буду перечитывать. Скажется, что совсем не грамотно. Ну да, не грамотно. Читать по-английски не могу, буквы не знаю. Люблю, использую. Очень хорошо увлажняет, питает кожу. Здесь цвет у меня 111N. Вот такая вот красота, которую я тоже использую. Я, на самом деле, раньше заморачивалась на тему покупки дорогих тональных средств. Вот это вот вообще довольно-таки бюджетное и вообще не уступает каким-то лидирующим и дорогим брендам на рынке. А можете попробовать, я прям, действительно рекомендую. Я в этот раз подсмотрела у визажистов и решила заказать себе. Это очень крутая штука. Плотный, красивый, насыщенный оттенок, который зелененький цвет кожи, действительно сделает таким медовым, красивым и здоровым. В этот раз я попробовала Manly Pro, корректор под глаза, консилер под глаза. Прикольный, тоже хороший состав, не пересушивает вот это вот нижнее веко. Мне очень сильно понравился, и цвет я взяла самый светлый, с целью того, чтобы вот высветлять нездоровый цвет под глазами, если он присутствует. Ну и иногда хочется создать очень декоративный эффект для съемки. Я выделила скулы, да, я сначала прошлась, причепурила это все дело. Что за слово ко мне придралось? Причепурить. Начепурилась. Чепурюсь. Чепурила. Причепурить. Причепурился. Чепурил. Причепурила. Короче, причепурила это все сначала вот так много раз, можно без света. Потом подошла к свету и вот так вот аккуратно поддала, излишки убрала именно консилером в конце. Классические визажисты делают все по стандарту. У меня так, как поехало, как говорится. Такие кисточки у меня. Я кисточкой вот этой наношу. Это Manly Pro 117. Люблю. Такая кисточка. Тоже там же где-то взяла. И еще одна кисточка для более плотного наложения румянок. Больше ничего не надо. Не тратьте деньги на излишки. У меня есть... Мат можно назвать? Пищная кисточка из отеля, которой я делаю пробор. Я делаю ей пробор, короче, я ее прям, обожаю, люблю, почитаю. Вот она. И ей уже очень много времени. И я ее, когда, в общем, потеряю, у меня приступ, потому что я не могу себе, массажной расческой сделать пробор. Это то, что есть в моей косметичке. Поржать хотите? Это усики брить. Так берешь для детей.
И подстригаешь. Ну, стригу я усы. Кто стрижет усы, обязательно тоже напишите мне комментарий. Усы говорят у очень таких ярких женщин. Вот. У меня есть вот такая вот палетка Шарлотта Тилбери. Это я знаю, как произносится. Ну, вот этот цвет я использую. В поездке на съемки беру маленькие палеточки для того, чтобы не разбить. Обычно, конечно, я очень сильно люблю Tom Ford. Их палитра самая красивая для меня лично. Поэтому дома у меня Tom Ford, а вот это всегда с собой. Ничего не ломается, не бьется. Я очень сильно расстраиваюсь, когда у меня что-то дорогое или даже недорогое, но любимое копнулось и посыпалось на пол. Носки грязные после этого, ничего хорошего не произойдет, да, потому что ничего нет, с пола собирать нельзя, как говорится, все, что упало, то пропало. Это у меня, кстати, тестовый образец мой, еще даже без названия, с Тара приходит из Китая, дальше заливается сам состав, и дальше у нас на производство здесь наносится Nice Roll Flow. Это, в общем, тестовый, который я тестила из лаборатории, там кое-что меняли в составе. Ну, в общем, хочу сказать, это наш гель для бровей, который очень круто фиксирует брови. Это просто нереальнейшая штука, никаких других аналоговых средств у меня нет. У меня очень сильно густые брови. Все идеи я черпаю у мировых брендов. И в Том Форде раньше был гель для жестких бровей мужских. Больше его нет. Теперь есть вот эта штука. Ну, действительно, сделана непосредственно для меня, потому что иногда у меня брови стоят раком просто. И чтобы это причепурить, причесать, ну, вот только такое средство. Вот сейчас вы должны все приготовиться, потому что самая лучшая тушь сейчас появится на этом экране. Ты-дын! Вивьен Сабо за, по-моему, 300 рублей. Самая крутая тушь лично для меня. Вот ничего лучше я не видела. Да и не надо, как говорится. Просто золотая и черная. Если в отпуске, то водостойкая. Если в течение дня, то непосредственно в золотой упаковке. Блеск, который все уже практически появился, самопроявляющийся. Смотрите, какая крутая штука. Ну, во-первых, он большой. Во-вторых, у него такая прикольная упаковка. Он пахнет просто невероятно нектарином. Не надо все губы красить. Ну, вот так вот чуть-чуть сюда. Вот так. И посвежело. Он приятный. У него такая ненавязчивая, не липкая текстура. Он проявляется, что дает нам свежесть и красоту. Коричневым карандашом еще в сочетании. И просто улет, пушка, бомба. Найсик. Сейчас будет вот это еще. Это вообще тоже пушка-бомба диоровская. Ну, я кайфую. Если тот надоел, это берешь. И тоже вкусно и красиво. Номерок 001, самый светлый. Тоже подсматриваем же. Ну, типа, в тренде, в топе. Кого учиться, говорят? Учиться надо у сильнейших игроков на рынке. Немножко интерпретирую под свой лад. Будет вот такой вот прозрачный, который дает розовый цвет, и будет еще ванилиновый с бежевым подтоном, очень красивый. Но чуть позднее. Стрелки я рисую двумя подводками. Одна у меня Бобби Браун коричневая, шоколад. И вторая, непонятно вообще какая, тоже коричневая, красивая. Это Инглот. Одна более жидкая текстура, другая такая прям плотная, как карандаш, создает эффект красивых карандашных стрелок. Еще есть вот такие тени Том Фордовские, коричневый, самый красивый цвет кремовый. Теней можно прям реально нанести на верхнее, на нижнее веко и внутри каял прокрасить черным стойким карандашом. И Кимули Кардашьян вообще, ну, как бы скопировано максимально. Вот такой вот черный карандаш, это обычный буржуа, черный, стойкий, нормально, по цене и по качеству, не надо ничего другого больше. Ну да, вот это еще есть у меня. Вивьен Сабо, коричневый карандаш для темных бровей. Все всегда мне говорят, твои брови синие там или серые после твоих крав. Во-первых, ну, вы все прекрасно знаете, что бежевый тон дает такой холодный, когда мы наносим на брови. Вот в любом случае, когда тон нанесли, нужен сверху еще карандаш для того, чтобы, ну, эту тоналочку всю подубрать с непосредственно бровей. Я использую карандаш номер Brown 04 Pencil. Давайте перейдем к самому топу. Это то, что вы очень сильно любите всегда. Это карандаши, которые я использую. Сейчас у меня на губах, когда я выхожу за буйки, за пределы красной каймы, я беру вот этот карандаш Романова Sexy Lip Ice Kiss. Вот цвет. Бомбу, улет, кайф. Очень красиво можно создать эффект, как у Джей Ло. Вот она там за буйки, у нее тонкие губы, она за буйки выходит.
И у него реально очень красиво смотрится. Вот те, кто не любит там огромное количество гиалуроновой кислоты, даже я ее убрала. Я вот реально, когда встаю без тонального средства, наношу и просто кайфую. Вот это вот прям топчик. Обязательно ссылку скину. Следующий топчик более коричневого цвета у меня такая вот. Это у нас Пупа 0,17, у меня даже в перманентном макияже есть пигмент точь-в-точь этот цвет. 0,17 нюдовый плотный оттенок, восковой карандаш, который вообще длительное время будет находиться на губах и не будет стираться. Реально, поел, попил уже, я не знаю, там облизался 10 раз, он у тебя на губах остался. Вот это коричневый, холодный, красивый подтон. Следующий цвет, давайте перейдем к его собрату. Это у нас будет Пупа 004, еще один топ, который я использую в создании холодных розовых оттенков на губах. Либо этот, либо вот этот. Все по настроению. Розовая кофточка, берем Пупу 004. Коричневая юбочка, берем пигмент карандаш Пупа 0,17 и, как говорится, поехали. Темненьким сделали. Дальше берем посветлее тон. Это тоже Пупа 002. Красивый розовый на 1 тон темнее, чем вот этот романовый мейкап. Романовый мейкап, он не слишком стойкий, а вот эти вот карандаши, они довольно-таки стойкие. Действительно, если вы подготовились к съемке, то ваша задача выглядеть хорошо длительное время. Вот, обожаю, люблю 02 холодный розовый. Это все бюджетные карандаши. Я вообще не вижу смысла заморачивания на тему того, чтобы покупать какие-то дорогие карандаши для губ. Зачем? Это всего лишь расходник. Ну, я типа экономлю на этом, потому что вот это качество, оно меня полностью удовлетворяет. Дальше я хочу сказать про еще один карандаш, самый прикольный, холодный коричневый, Шу. Вот 48 тон. Он холодный, он прям вот вам создаст темный яркий оттенок. Кстати, у нас буквально недавно с Лейлой Шакировой вышло видео, где она как раз-таки делилась, как делать мейк. Пожалуйста, посмотрите, очень прикольный выпуск получился. Там такую параллель мы провели на тему создания мейка в перманентном макияже и просто мейка, ну, как у визажистов и в домашних условиях. 48-й карандаш, я его рекомендую, насыщенный, яркий. Красивый, мягкий карандаш, и стоит он вообще 4 копейки. Ну, типа, он там что-то 100 рублей, что ли. Очень дешевый, очень бюджетный и довольно-таки кайфовый по цвету. Раньше пользовались там карандашами, которые мы использовали для бровей. Ну, зачем мне карандаш для бровей? Зачем мне тратить деньги на карандаш? У меня есть перманентный макияж. И, собственно, вот такой карандаш я нашла. Пишите обязательно в комментариях, что есть аналоговое. Я обязательно попробую. Я прям обожаю. Как говорится, косметичка ломится. Еле несешь ее. Самая большая вещь, которую я ношу с собой. У меня сумочка вот такая, зато косметичка вот такая. И если съемка, то ты должна быть просто во всеоружии. Что мне еще хочется рассказать? Я буду прям очень сильно удовлетворена, если вы скажете: Ален, покажи мне, как ты губы красишь. И в следующем видео я обязательно поделюсь с вами секретом создания губ, как у Алены Пестовой. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал. И до скорых встреч. С вами была Алена Пестова, это была моя косметичка. Короче, познакомились поближе. Знаешь, что здесь много новеньких. Ну вот знаете, что придурь тут невероятная.